Последнее время я управляю браузером только через жесты мыши, это супер удобно. Итак, чтобы перейти в режим рисования жестов, нужно удерживать правую кнопку мыши. Далее можно рисовать жест. Линия вправо означает перейти на следующую вкладку. И линия влево – перейти на предыдущую вкладку. Такая линия закрывает вкладку. Или если рисовать в обратном направлении, восстанавливает закрытую вкладку. Теперь откроем ссылку в новой вкладке, удерживая Ctrl и кликая на ссылки. И перейдем на вкладку «Рисуя жест». Давайте немного натренируемся, чтобы действовать свободно. Чтобы сохранить страницу, просто быстро нарисовать букву «С». В данном случае это открывает окно сохранения файла. Этот жест закрывает окно. Откроем калькулятор, чтобы закрыть снова. Очень часто требуется обновить страницу, и быстрый жест для этого такой. Рисуем букву «Р», но начиная снизу. Если это не очень удобно, то можно рисовать прямые линии, так. Это особенно полезно, если пользоваться таким браузером, как Zen. Здесь нет титулбара, и окно ни за что перетаскивать. Но это не проблема, можно кликнуть одновременно левой и правой кнопкой мыши, и окно можно перетаскивать за любое место. Если при этом удерживать Ctrl, то окно будут перетаскиваться только прямо. Можно выровнять окно на середину экрана. Для этого кликаем на середине окна, левым и правым кликом, и удерживаем правую кнопку мыши. И можно изменить размеры окна. Если удерживать Caps Lock и крутить один клик колеса вниз, не быстро, то окно начнет перемещаться. Если продолжать крутить колесо, то окно начнет перемещаться быстрее. Если крутить в обратном направлении, то окно начнет замедляться и потом двигаться в обратном направлении. Но если крутить колесо быстро, то окно выравнивается на середину экрана или уезжает на край экрана. Если удерживать Ctrl, то окно перемещается вертикально. Теперь тут нет строки VRL. Как открыть VRL строку? Рисуем такой жест. Это похоже на букву L. Или можно нарисовать букву и откроется тоже строка VRL. Если нарисовать B, то открывается бар закладок. И чтобы добавить страницу в закладке, нажать Ctrl плюс D. Нажмем Cancel, если не нужно ничего добавлять. Если нарисовать букву F, то это открывает окно «Найти внизу». Можно перейти в начало и в конец страницы, для этого нужно удерживать Ctrl и крутить колесо. Чтобы свернуть окно, удерживать Win и крутить колесо вниз. И чтобы развернуть, крутить вверх. И если еще крутить вверх, это разворачивает окно на весь экран. Чтобы развернуть другие окна, нужно курсор навести на самый край экрана, и тогда крутить колесо вверх. Это работает не только в браузерах. Это работает и на других окнах. Например, закроем плеер как вкладку браузера, тем же жестом. Изначально это может не работать.
Поэтому в хоткеях плеера нужно назначить на команду exit hotkey Ctrl плюс V. Вот команда exit, и здесь должен быть hotkey Ctrl плюс V. Закрывать окно как вкладку удобнее, чем как окно. Нарисуем стрелку вниз, это выделяет все файлы до конца страницы. И стрелку вверх, это выделяет все файлы до начала страницы. Так можно быстро выделить все. Стрелка влево, перейти на предыдущую страницу. Стрелка вправо, перейти на следующую страницу. Теперь, чтобы открыть окно свойств файла, нарисовать так. Там можно, например, поставить оценки или добавить теги. Нажмем кнопку паузы, это откроет Magnifier. Вкладки здесь закрываются так же, как и в браузере. В VS Code это работает так же. Закрываем вкладку так. И восстановить вкладку можно так. Кликая левым и правым кликом и удерживая левую кнопку мыши, можно быстро переместить окно. Если удерживать при этом Ctrl, окно будет перемещаться прямо. Для того, чтобы изменить размеры окна, нужно кликнуть левым и правым кликом и удерживать правую кнопку мыши. Если удерживать правую кнопку мыши и крутить колесо вниз, то это разворачивает окно на всю высоту экрана. Если крутить вверх, то разворачивает окно на всю ширину экрана. Если крутить еще раз вверх, то возвращает окно к прежнему размеру. Если удерживать Shift, то окно начнет прилипать к краям экрана. К середине экрана. И прилипает к краям других окон. Нажимаем Shift, чтобы окно прилипало к краю экрана. Теперь откроем какое-нибудь окно. Развернем на всю высоту экрана. Удерживаем Shift, чтобы окно прилипало к краям. Вот, окно прилипает к краю другого окна. Удерживая Shift, это прилипает к верхней линии соседнего окна. Чтобы выровнять окно на середину, нужно кликнуть на середине окна левым и правым кликом. Если кликать на середине, это изменяет размеры окна с двух сторон. Можно немного сдвинуть окно, не пользуясь мышью. Нужно удерживать Caps Lock и крутить один клик колеса. Если отжать Caps Lock, окно остановится. Если крутить колесо быстро, то окно уедет быстро или на край экрана, или на середину экрана. Если удерживать Ctrl, то окно ездит вертикально. Так можно выровнять окно на середину экрана. Удерживаем Caps Lock и быстро крутим колесо.
Если удерживать Ctrl и крутить колесо, это переводит курсор в начало или в конец страницы. Если при этом еще удерживать Shift, то это будет выделять текст. Есть удобные ходки для редактирования текста. Удерживаем Ctrl и стрелку влево. Это переводит курсор в начало строки. Стрелку вправо, в конец строки. Если удерживать Shift, то это будет еще и выделять текст. Чтобы стереть весь текст до начала строки, удерживать Ctrl и Backspace. Чтобы стереть весь текст до конца строки, удерживать Ctrl и Delete. Для копирования и вставки такие жесты. Это похоже на кнопки на клавиатуре. Есть способ быстрее. Нужно удерживать левую кнопку мыши и нажать Ctrl, чтобы копировать, Win, чтобы вставить, и Shift, чтобы вырезать. Есть суперполезная функция залипания клавиш. Обычно нужно удерживать Shift, чтобы напечатать большую букву «Так». Но в режиме залипания это не обязательно. Можно нажать Shift, потом отжать, потом нажать букву, и буква напечатается с большой, как будто Shift удерживается. Но если долго не нажимать на кнопку, то Shift автоматически отжимается. Теперь печатает маленькую букву. Вот пример практического использования. Будем писать какой-то текст, где нужно печатать большие буквы. Можно заметить, что Shift не удерживается вместе с буквой одновременно, а нажимается отдельно. Сейчас файл не сохранен, поэтому наверху здесь такой кружок. Рисуем такой жест, чтобы сохранить. Теперь кружка нет. Это значит, что файл сохранен. Нажимаем Ctrl, отжимаем и нажимаем S. И файл сохраняется. Еще раз. Сейчас файл не сохранен. Теперь сохранен. Нарисуем F, чтобы искать текст на странице. B, чтобы закрыть-открыть бар слева. И если перед отжатием правой кнопки мыши удерживать Alt, то это нажмет Ctrl плюс Alt плюс B, что открывает бар справа. E открывает окно со списком недавно открытых файлов. Теперь, например, установим другую тему, темную. Удерживаем Ctrl плюс Win и кликаем правой кнопкой мыши, и окно становится прозрачным. Если крутить колесо, то окно становится все более прозрачным. Теперь есть еще одна очень полезная функция – окно Alt-Tab в левом нижнем углу экрана. Сейчас никакие окна не открываются. Но если навести курсор на самый левый нижний угол, открывается окно со списком открытых сейчас окон.
Это супер удобно, чтобы быстро выбрать нужное окно. Сейчас TaskBR не открывается. Но если удерживать Ctrl, TaskBR открывается. TaskBR открывается только если навести курсор на правый нижний угол экрана. Если сейчас навести курсор на край экрана, то TaskBR все еще открывается. Но если не наводить долго, то TaskBR не открывается. Есть еще очень много разных вещей, их больше 40. Это будет в следующих видео. Описание всего можно найти в меню Settings. Ну а сейчас я покажу, как это установить. Переходим на этот сайт. Эта программа называется Quick Hotkeys. Ссылка есть также в описании. Нажимаем на эту ссылку. Далее скачиваем zip-файл. Разархивируем. Если кликнуть 2 раза на установщике, то ничего не происходит. Дело в том, что нужно разблокировать файл в свойствах файла. Откроем свойства файла. Удерживаем Alt и кликаем 2 раза на файле. Можно также нарисовать треугольник. Или кликнуть правым кликом и выбрать в меню Show More Options и далее Properties. В этом окне, внизу, нужно поставить флажок Unblock. Теперь кликаем 2 раза на установщике, и установщик открывается. Жмем Yes. Это абсолютно безопасно. Это ничего не ломает. Оставляем все как предлагается. Все, программа установлена. Это работает в трее и называется Quick Hotkeys. Вот это. Это должно стартоваться автоматически при загрузке компьютера. Кликнуть правым кликом и откроется меню. Здесь в Settings есть описание всех функций. Об остальном в следующих видео. Спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал.